Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинска. И сегодня я вам хочу показать несколько вариантов автоматизации при работе с фотографиями при создании слайд-шоу. Автоматизацию будем проводить в программе Adobe Photoshop. Кто хотя бы раз делал слайд-шоу, понимает, что самый трудоемкий процесс – это процесс поиска фотографий, а затем процесс обработки фотографий. Вот именно как можно автоматизировать увеличение разрешения, улучшение качества найденной фотографии, а также как можно сделать из вашей фотографию с параметрами 1280 на 720, и все это автоматически. Об этом я вам сегодня и покажу. Справа в меню есть такая функция операции. Это треугольничек небольшой. Выбираю треугольничек. И слева от мусорного ведерка есть квадратик, это называется, записать новую операцию. Нажимаю, выбираю название, увеличение размера, записать. Теперь я открываю файл вверху в меню, выбираю открыть. Ну и давайте, допустим, любую картинку, которую мне хотелось бы увеличить. Например, вот эти тюльпанчики открываем. Выбираю изображение, размер изображения. Исходный размер 1920. Вроде бы неплохой, но я хочу попытаться добиться лучшего качества картинки, лучшего разрешения. Выбираю автоматический выбор разрешения. Окей. И еще раз нажимаю ОК. Ну, с 1000 с чем-то до 7000 неплохое увеличение. Окей. Идет запись этой операции. И теперь я выбираю файл, сохранить. Качество 12, да, размер прогрессивный, разновидность формата. Окей. И следующая операция файл закрыть. Теперь я всю эту операцию я записала и нажимаю самый крайний квадратик белый, то есть я остановить. Все, видите, есть здесь увеличение размера, открыть, размер изображения, сохранить, закрыть. Когда саму операцию по увеличению размера мы уже записали, переходим к практической части. Автоматизируем обработку всех найденных нами фотографий. Я выбираю меню файл, выбираю автоматизация, пакетная обработка. Затем выбираю ту операцию, которую в данный момент я хочу применить на практике, автоматизировать. Увеличение размера. И выбираю папку. Выбираю папку, с которой я хочу поработать. Тюльпаны. Окей. И нажимаю ОК. Обработка займет некоторое время, но вам не придется смотреть в это время в монитор и все время быть заняты. Вы будете в это время свободны. После того, как мы добились максимального качества фотографий для будущего слайд-шоу, предлагаю вам сделать размер стандартный 1280 на 720 для этих фотографий, но сделать это автоматически. Я вам покажу принцип, как это делается. Опять же, в правой стороне в меню выбираем треугольничек, это появляются все наши операции. Нажимаем на вот этот слева от мусорного ведерка элемент, начать запись, новая операция, создать. Даем название. Поймете, почему я выделила именно центр. Центр. Записать. Пока у нас горит красная эта кнопочка, мы будем записывать. Открываем верхнее меню файл, открыть. Выбираем любую фотографию, которую нам есть необходимость отцентровать по центру. Обрезать все лишнее. Давайте, допустим, вот эти тюльпаны. Открыть. Теперь выбираем изображение, размер изображения и выбираем ширину 1280 пикселей. Окей. Затем перехожу опять же в изображение, выбираю размер холста. У меня 1280 на 720, выбираю галочку относительно. Точка у меня находится по центру, то есть у меня обрезка будет идти относительно центра, сверху снизу. Выбираю ОК. 1280. Окей, да. Ну и вот у нас картинка. Проверяем изображение, размер изображения. Да. Файл сохранить, файл закрыть. После того, как эта операция у нас создана, нажимаем на вот эту самую крайнюю слева кнопочку. То есть мы ее записали, эту операцию. Что я вам советую сделать? Если, допустим, у вас фотографии, независимо от того, как вы будете их обрезать, то можете, в принципе, запускать на автомате обработку всей этой папки. Если, допустим, вам принципиально, вот, например, эту фотографию я бы хотела все
все-таки обрезать сверху. Где-то я бы хотела больше обрезать снизу, например, снимать этот букетик, чтобы не пострадали сами тюльпаны. Поэтому я вам советую создать отдельно папочки, папка. И обозначьте как-то его там тюльпаны, центр, к примеру говоря. Если вы не хотите вообще не прилагать никаких усилий, потом вручную не кадрировать. Все тюльпанчики, которые мне без разницы, как они у меня будут кадрироваться, можно по центру, закидываем вот сюда. Я рассортировала фотографии. Допустим, у меня помимо тюльпана с обрезкой по центру есть тюльпаны с обрезкой снизу. Для них я сделаю отдельную операцию. Начиная запись. Выбираем тот же самый значок. Вниз. Файл. Открыть. Выбираем любую фотографию. Выбираю изображение. Размер изображения. 1280. Окей. Изображение. Размер холста. 720. И теперь смотрите внимательно. Я буду обрезать снизу, поэтому у меня центр композиции будет расположен вверху. Я эту точку перемещаю вот сюда. Выбираю ОК. Продолжить. Ну вот видите, вот сами тюльпаны не пострадали, обрезался низ вазы. Я выбираю файл сохранить. Выбираем максимальное качество файла, прогрессивный. Здесь ставлю 12. Качество ОК. И выбираю файл закрыть. Операцию я создала. Нажимаю на кнопочку самую крайнюю слева. Все, операция у меня записана. Видите, есть центр, низ. И вот теперь, когда у нас все возможные варианты обрезки фотографий готовы, опять же делаем по такому сценарию, как я уже показывала. Выбираем файл автоматизация, пакетная обработка. И выбираем, вот, допустим, я хочу сейчас кадрировать. Давайте выберем обрезку снизу, у нас больше вариантов. Выбираю папка выбрать. И выбираю не просто тюльпаны, а выбираю там, где не нужно обрезать их снизу. Вот пошла процедура обрезки снизу тюльпана. Ну, и вот мы открываем. У всех файлов разрешение 1280 на 720. Надеюсь, что подобные примеры автоматизации при создании слайд-шоу были вам полезны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи.